Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Стрелец. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Представители знака зодиака Стрелец, период с 1 по 10 ноября. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим совет, предупреждение от Таро. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Стрельцы, первая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ух, мечей-то сколько у вас. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, у нас еще один меч. Для тех, кто в поиске, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, стрельцы, первая декада ноября. Да, вот мечи, что-то у вас тут какие-то конфликты будут в начале этих 10 дней. Тут это может быть конфликт с каким-то родственником. Также это может быть коллега на работе, лиса. Но еще это верность, конечно, это любимый человек. Но лиса говорит, что то ли человек обманет, то ли тут может быть что-то и посерьезнее. Это еще могут быть проблемы на работе. Тут у вас рыцарь, это ваш настрой может быть. И этот рыцарь в работе переходит в короля. Да, карта может говорить, что у вас сейчас какая-то есть цель. Может быть большой объем работы. То есть вот метла говорит об очень большой нагрузке физической. Да, может быть, вам кто-то может помочь. Какой-то коллега на работе или бизнес-партнер, если вы с кем-то работаете. Здесь вам то ли нужно завершить какой-то крупный заказ, проект, то ли наоборот здесь назревает конфликт. Еще это может быть неожиданная поездка по работе, какая-то командировка может быть, или если это вы на себя работаете, может быть, по делам нужно будет куда-то срочно уехать. Но еще карта говорит, да, о конфликте. Давайте посмотрим. Вам нужно что-то закончить, потому что то ли у вас появился какой-то новый заказ, то ли это реально какая-то поездка, но, скорее всего, по шуту это куда-то далеко. Может быть, конечно, это и в отпуск поездка. Просто, знаете, как горящую путевку купили и куда-то сорвались в дорогу. Еще могут быть конфликты из-за ребенка. Ну, например, вы семейные стрельцы, поймали что-то ребенка на лжи. Ну, то есть вот бывает у них период у детей, когда они там начинают обманывать. Здесь может быть, да, вот наказание, да, ребенка за обман. Да, у кого-то может быть в отношениях здесь расставание, то ли вы просто расстаетесь, вот свобода, обрести свободу. Может быть, отношения были конфликтные, или здесь по двойке это может быть недоверие. Или вы расстаетесь из-за того, что, вот, опять же, выбор, да, два. Кто-то у вас появился, и вы тяжело вам выбрать, мечетесь, да, вот кого выбрать, остаться в этих отношениях или начинать с тем. Это всегда сомнение. Вот я сейчас эти отношения разорву, а вдруг у меня там ничего не получится. Но здесь, скорее всего, очень хороший секс. И лиса говорит, что вы, ну, кого-то обманываете.
То есть вот у вас кто-то появился на стороне. Так, ну давайте мы эту двойку уточним. Ну, семерка может говорить о внутренней борьбе, то есть вот бороться с собой. Какое принять решение? Тут в совет ложится король кубков. Король кубков — это, как правило, влюбленный человек. Если меня смотрят мужчины, и у вас появился еще кто-то, здесь вы должны слушать свое сердце. Так, сейчас еще карту. Вы должны здесь принять решение. Вот двойка — это колебание, это сомнение, это боязнь ошибиться. Если вы своего партнера поймали на измене, это бороться за свою любовь, но все равно придется принимать решение. Вот, или составить разговор и расставить все точки над «и». Тогда получится, что этот разговор у вас перейдет в конфликт, и вы просто расстанетесь. Но я говорю, здесь очень много мечей в начале. Это, скорее всего, с отношениями что-то у вас здесь. Я одну колоду не посмотрела. У нас ложится умеренность. Умеренность всегда говорит, что пока не надо предпринимать каких-либо кардинальных действий. Она всегда говорит, вот ваша карта ложится, да, она всегда говорит, нужно все тщательно обдумать. И, как правило, умеренность — это не карта действия. Если вы планируете, например, разругаться, уйти с работы, то карта говорит, этого делать не надо. Вы можете потом пожалеть об этом. Если с отношениями здесь какие-то передряги у вас, то опять пока ничего не решайте. Сначала поговорите, расставьте все как есть. Если человек скрывал, а вы эту ложь узнали, то опять лучше поговорить. Может быть, это было временное увлечение. А вот для тех, кто в поиске любви, ну, я не думаю, что вы здесь вообще в поиске, потому что у вас смерть в конце этих 10 дней переходит в умеренность. Это, наоборот, карта говорит, что у вас какая-то дверь закрылась, закончились какие-то отношения, и вы пока еще в процессе трансформации. Да, вы сейчас вышли на свободу, да, обрели свободу, но через какой-то очень сильный конфликт, расставание, вот что-то очень болезненное было. И человек, скорее всего, нанес вам какую-то рану. Словом, делом, ну, у всех по-разному. Здесь вам карта пока советует восстановиться. Ну, это всего лишь 10 дней. Может быть, сейчас посвятите это время себе. И вот по королю кубков, это, может быть, карта советует вам в первую очередь привести в гармонию, баланс ваши эмоции, ваши чувства. Может быть, даже карта советует куда-то съездить, развеяться, если финансы вам позволяют, какую-то поездку приятную. Работа, карьера, бизнес. Здесь у вас король мечей. Вот, может быть, вам нужно закончить очень много работы, закончить какой-то крупный проект и начать что-то новое. Также у нас король мечей на карьеру, бизнес. Может показывать, что бизнес ваш хорошо организован. Может быть, это работа с металлом, или вы занимаете какой-то руководящий пост. Может быть, что-то связано, опять же, с ношением оружия, военный, полицейский, пожарный. Может быть, врач или преподаватель. Может быть, здесь карта говорит, что вы в эти 10 дней заключите какой-то важный для вас, например, договор или получите заказ. Еще карта может говорить, что вам нужно будет вот по королю мечей, может быть, контактировать с представителями власти, решать какие-то, может быть, вопросы, запреты. Да, это еще король мечей может быть о запрете, об этих каникулах, которые в России. То есть это невозможность, может быть, ходить на работу или заниматься бизнесом из-за того, что это всех отпустили на каникулы. Да? Также, конечно, по работе вот здесь может быть конфликт. Вот с таким королем мечей это может быть ваш начальник или какой-то коллега по работе. Это может быть разлад отношений, может быть, это ваш бизнес-партнер, или это может быть недопонимание. Давайте посмотрим.
Да, девятка это может быть человек метит на ваше место, или это какой-то конкурент, соперник, может быть, даже это какой-то враг для вас. Это человек, ну, вот какой-то, например, проверяющий. Это человек, от которого вам нужно будет защищаться. Но если это начальник, все равно вот карта говорит, пока не уходите с работы, вообще не решайте никаких кардинальных вопросов. Эта карта проявлять осторожность и внимательность. Какая-то вот от этого человека вы то ли отбиваться будете, то ли будете. Для женщины это может быть, знаете, еще начальник, вот, который проявляет к вам знаки внимания в виде секса, и это именно отбиваться от него. Так, давайте совет посмотрим для вас. Колесо фортуны. Вот у нас метла и колесо фортуны — это повторяющиеся действия и повторяющиеся ситуации. Девятка всегда говорит: учитесь на своих прошлых ошибках. Если это что-то с работой связано, то посмотрите, где вы допустили какие-то, может быть, промахи, ошибки. Это еще, знаете, сопротивляться переменам, вот по колесу фортуны. Это когда человек уже боится изначально провала, еще ничего не предпринимая. Ну или вот есть проблемы на работе, и вам нужно, вот как карта говорит, проявлять осторожность и внимательность, чтобы избежать каких-то трудностей. Но колесо фортуны говорит, что подвернется вот какой-то удачный случай, это или как обстоятельства сложатся, или какой-то человек поможет преодолеть вот это вот сопротивление. Ну, например, вы с кем-то там поругались, да, человека возьмут и переведут в какой-то другой филиал, и вы от этой проблемы избавитесь. Ну, это как вариант. Для тех, кто в поиске работы, да, шестерка жезлов — это выиграть какой-то конкурс, это пройти собеседование. И, то есть вот вам звонят, приезжайте в начале ноября, и вы получаете новую работу. Это может быть вообще новая сфера деятельности. Здесь вам еще мало, и у вас еще мало опыта, знаний. Может быть, здесь будет испытательный срок, или вам нужно будет стать кому-то под руку. Шестерка всегда приходит после пятерки. Пятерка — это конкурентная борьба. Да? Это у нас когда какие-то собеседования, приходит много претендентов, но вам ложится шестерка, она говорит, что вы там выиграете. Но постараться нужно. Показать все, что вы умеете. Также это карта признания. То есть вы приходите на собеседование, и после собеседования вы чувствуете себя на коне. То есть вы убедили человека и вас приняли. У кого-то из стрельцов, у тех, кто собирался куда-то уехать, это приходят какие-то неожиданные известия, и вам нужно будет отправляться в дорогу. Может быть, это работа куда-то на заработки, другой город, другая страна. Хорошо, финансы. Финансы здесь от взвешивания. Карта может говорить, что вы можете выполнить какой-то заказ помимо работы. Это может быть одновременный заработок или что-то неофициальное. Также это финансы, это взвешивание, это выбор. Да, иногда карта говорит, что у нас не так много денег, но у вас получается справляться. Еще это выбор, у нас в конце ложится десятка. Да? Может быть, кто-то здесь покупает недвижимость. Это выбор купить что-то получше, но подороже, или подешевле, похуже. Там купить дом или купить квартиру. Здесь вы решаете вопрос с недвижимостью. Кто-то, может быть, получает наследство, кто-то разъезжается, кто-то съезжается. Что вы здесь подписываете? Какие-то документы. Сомнения. Вот опять выбор, да, у нас для тех, кто в браке, кто семейный. Это может быть подписание какого-то договора, договор купли-продажи. Также это может быть документы пришли, там, не знаю, вам одобрили ипотеку. Что-то вот, были какие-то препятствия. Десятка еще может говорить, что семья вам поможет решить этот вопрос. То есть вот какой-то заботливый мужчина, может быть, это ваш отец, брат, сват, может быть, взрослый сын, поможет вам этот вопрос разрешить. То есть на чью-то поддержку, помощь вы можете рассчитывать.
Также десятка у нас показывает смену статуса. Кто-то вступает в брак, кто-то знакомится, да, меняет статус. Вы были холостой, холостая. Становитесь в отношениях. Кто-то может получить работу в крупной компании. Это или какая-то крупная корпорация, или крупный частный бизнес. Но эта карта дает вам хорошую стабильность, финансовую безопасность на будущее. Но десятка всегда говорит о каких-то крупных делах, связанных с домом, с семьей. Но еще она как совет может говорить, что найдите покровителя, который вам поможет. Ну, я говорю, может быть, это какой-то родственник, друг. Или обратитесь к кому-то за советом, за помощью или за поддержкой. И есть человек, который вам поможет. Хорошо, стрельцы, совет от оракула для вас на первую декаду ноября. Не спеши. Быстрее всего я расту в минуты затишья. Вот вам и Таро сказал, да, вот вам почему-то говорят сейчас не торопитесь. Не меняйте ничего в эти 10 дней. Так, хорошо, у нас еще маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, стрельцам на их запрос, да или нет, первая декада ноября. Ответ «да», о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.